Сегодня на нашей кухне мы приготовим котлеты, которые довели до истерики даже участницу мастер-шефа Ивану Мироненко. Что уж говорить о множестве других хозяек, пробовавших их готовить. И сегодня Ивана здесь вновь сразится с монстром в панировке. Встречайте. Ивана, здравствуй. Да, я тебя обниму. Давно не видела. Как у тебя дела? Как настроение? Все хорошо. Все хорошо? Да. Ну, я не знаю, как у нас сегодня будет все хорошо, ведь мы будем готовить котлеты по-киевски. Ну да, это моя самая болючая тема, наверное, но я их уже научилась делать. Умничка, и сегодня научишь нас, да? Да. Далеко не кожен француз чи американець знає, де знаходиться Київ. А от котлети по-київськи знають, напевне, всі. Безліч легенд пояснюють, звідки взялася така назва однієї з найпопулярніших ресторанних страв. Приміром, французи вважають, що страву у них просто вкрадено. Вигадав ніжні соковиті котлети з курячої грудинки для імператриці Єлизавети знаменитий кухар 19 століття Ніколя Апер, винахідник консервів. Називалися вони тоді котлетами де воляй. Але в 1947 році київський ресторатор додумався вкласти в котлету курячу кістку і приготував їх на честь повернення радянської делегації з перемовин у Парижі. Страва сподобалася, і відтоді її почали подавати у фешенебельних ресторанах «Інтурист» під назвою «Котлети по-київськи». Наші котлети були жорстким випробуванням для туристів. Під час спроб розрізати котлету з допомогою ножа та виделки, вона несподівано стріляла маслом, забризкуючи іноземців. Дійшло до того, що зі стравою приносили спеціальну інструкцію поводження з котлетою. А от звичайні радянські люди робили просто. Проколювали котлету виделкою, чекали, поки витече сік, і відкусували шматочок. Сперва расскажи, что нам понадобится, а потом мы все вспомним с тобой. Так, для начала нам нужно масло обвалять в окропе. Ну, зелени, нам нужно его нарезать. Давай я нарежу. Давайте. А ты мне пока расскажи, как тебе вспоминается вот эта история с киевскими котлетами, когда была битва черных фартухов? Кто там вместе с тобой сражался? Влад Малахов, Геннадий Цеук, потом Оксана Назарчук и Лиза. Но истерика была только у тебя. Ну, естественно. Ну? С молотком поосторожнее, нервы соберите в коробочку. Пошло, ну все к черту, блин. Нифига не буду делать. Ванька, бери себя в руки. Ваня. Ничего я не делаю, я не мою, надо. До того ни разу не готовила котлеты Нет, по-киевски? я их даже не кушала, честно. Моя ты дорогая. Но это многими воспринимается как ресторанное блюдо, в том числе и потому, что их достаточно сложно готовить. Вот для чего мы прямо сначала укроп нарезали? Потому что нам надо масло обвалять в зелени, чтобы оно у нас застыло. Потому что в филе нужно мороженое, сильно холодное масло. Я помню, тогда вы видели, что Эктор готовил котлеты по-киевски, а внутри было зеленое масло. Но никто не повторил этого подвига, да? Ну да, мы такие растерянные были, в таком шоке. Все-таки мы открываем эти коробки, сколько филе, что мы никто не додумался вообще, ни один человек положить туда зелень. Да я и не знала. Слушай, ну так сколько вы котлет тогда приготовили? Нам как бы дали, там у нас было 30 филе, можно было и больше. Ну, я приготовила 24, с них всего лишь 8 было истинных. Я ж отбила эти филе на нет. Что они у меня уже вообще там Чтоб сеточка. помягче было. Ну да, чтобы лучше завернулась. Давайте я поставлю в холодильник. Вы видели, что у нас получилось? Брусочки сливочного масла в укропе. Ну вот это масло можно же и кроме киевских котлет для чего-то использовать. Ну конечно, можно и в картошечку, и в каши можно, и на хлеб можно намазать, на рыбный стейк можно положить. Отличная идея. Кстати, получается, что это вот одна из ситуаций, в которых можно использовать укроп. Да. Эктор же его терпеть не может. Я его люблю. Эктора? Я кровь Эктора. Сейчас мы отобьем филе. О, еще одна тонкость. В общем, сегодня нам все секреты с вами нужно запоминать, а еще лучше записывать, потому что если мы все сделаем как Ивана, мы научимся готовить котлеты по-киевски. Так, давайте вы мне собьете хорошо. Яйца нам понадобятся для чего? Для панировки. Нам нужна двойная панировка, но я как вспомню свою панировку,
Она была у меня тройная, наверное. Геннадий говорил, дикобразы. Получились в итоге. Но Эктор сказал двойная панировка, но не собирался объяснять, что это значит, да? Ну, естественно, все-таки мы пришли не Не учиться, лекцию а показывать слушать. уже. Вот именно. Какое нужно выбрать филе? Может быть, тут какие-то тоже тонкости существуют? И нужно вообще обрезать, как книжечку. Я сейчас отрежу ненужные кусочки, чтобы было ровненько. Я тогда, как помню, я все подряд. Кусочки ничего не вырезала. А потому что ты привыкла использовать все и ничего не Ну, выбрасывать, конечно, да. правильно? Но все-таки, извините, сколько отходов в филе. Ну а сейчас как ты рекомендуешь? Все-таки сделать вот так правильно или можно эконом-вариант? Не знаю, я сделала как эконом-вариант. Я бы не делала как правильно. А мы с тобой сейчас вот как золотую серединку. То есть нам нужно сформировать такой хороший, ровный пласт из куриного филе, да? Кстати, есть же такой вариант, когда котлеты по-киевски подаются вместе с косточкой. Как-то особенно их готовить нужно. Да, это лучше покупать курицу. На семью надо где-то 5 курей. Это нужно отбрезать вместе с крылом, очистить косточку. В курице есть только 2 филе с косточкой, да? Но это вообще не экономно, мне кажется. Получается, из целой курицы выйдет только 2 котлеты по-киевски, по-киевски. да. Все, мы делаем так, как рассказывает Иванна. Отбиваем с 2 сторон в пленке. Это мы для чего? Нам нужно не сильно отбить. Оно у нас, чтобы не разлеталось, не разлазилось. Не повторить тогда твою ошибку, да? Ой, да, это точно. То ошибка. Всех ошибок. Им так легче отбивать. Иваночка, как ты думаешь, достаточно или еще взбивать? Достаточно, достаточно. И я, наверное, попробую тоже сейчас. Разрезать, да. Но оно должно быть круглое. Я помню, как я заворачивала масло в это безобразное филе. И мне Аня говорит, ты бы еще килограмм туда положила. Я там, наверное, грамм 400 положила. Масло того. Это же говорят, кашу маслом не испортишь. Да, чтобы уже выливалось, как выливалось масло. Оно же должно вытекать. Наверное, вот когда волнуешься в тот момент, не замечаешь каких-то очевидных вещей. Но тебе же удалось взять себя в руки. Ты же победила в этом конкурсе. Да, мне удалось себя взять в руки, но это было очень тяжело сделать, конечно. Все-таки это получить черный фартух, это ты знаешь, что еще будет битва. А когда ты в черном фартухе, все-таки надо остаться, да? Ты же не пошла для того, чтобы уйти. Ну да. После мастер-шефа ты в своем семейном рационе меню разнообразила? Ну как? Я дома, естественно, готовлю. Но меня часто дочь говорит, мама, давай тортик лучше. Ну и все. Ну, это твое любимое, да? Ну да, я на заказ торты пеку. Лучше мне такое что-то делать. То есть твои занятия сейчас повседневные связаны с кулинарией, да? Как ты и хотела? Да, Я же отбила. хочу поотбивать. Ага, давай. Вот как определить, что уже достаточно? Ну, оно не должно быть сильно. Не знаю, я как-то уже определила, чтобы оно равномерное было все. А когда отбиваешь с 2 сторон или с одной стороны? Я с всё 2 время? отбиваю всегда, Переворачиваешь? поднемножечко, да. Потому что очень удобно, когда мы это в пленке делаем, делать с 2 Да, сторон. а так ты берешь, оно рвется. Итак, на данный момент у нас есть заготовка из филе и сливочное масло в зелени, в укропе. А что вместо сливочного масла можно положить внутрь котлеты по-киевски? И мясо вяленое, и грибочки можно, и сыр можно твердый положить. Ну, много чем можно заменить это. А мне казалось, что вот такие рецепты, там, масло и все. Да нет, надо все менять. Я, например, хочу скоро открыть свое что-то, мечта уже начинает осуществляться. Да ты что, ну Ага. расскажи. Я не хочу загадывать, потому что я вечно загадываю и не получается потом. Так что... Как это? А когда ты загадала попасть в мастер-шеф, у тебя же получилось? Ой, ну я до сих пор не верю, если честно, что у меня получилось. Серьезно? Да. Меня малая часто, вот кто-то узнает меня на улице, я с малыми везде хожу. И сразу малая говорит, ой, вы с мастер-шефа, здравствуйте. А малая говорит, мама пальчик порезала и плакала. Она всё Это ее картошку- главное воспоминание. Да, картошку все вспоминает. Сяду дома часто и думаю, господи, неужели я там была? Теперь нужно посолить, поперчить. С 2 сторон будем солить, перчить? Ну, немножечко, да. По Я с 2 чуть-чуть, сторон. да? Можно с одной, но я с 2. Я тоже. Я буду как ты делать. Ты делаешь так, как Эктор рекомендовал, или немножко все-таки по-своему? Я не сильно люблю делать, как мне кто-то порекомендует. Ах, ты ж своенравная. Ну да, но все-таки я прислушиваюсь. Но все равно у меня, как Вектора, я уверена, все равно не получится. Его опыт и мой, да, его знания и мои. Так что, Какое-то волшебство все равно у него ну происходит. конечно, у каждого есть свои секреты. Ну, это, конечно, внушительно с маслом. Расскажи, сколько его должно быть, в какой посуде Вообще готовить? не важно, в какой посуде. Но здесь все-таки нюансы. Если в сковородке делать, оно не сильно будет круглое. Если во фритюре, она более круглая будет. Просто если во фритюре делаешь, ты в духовку на 10 минут. Если в сковородке, то на 20 минут ставишь. Ну, дольше в духовке. Такой рачительной хозяйке, как ты, Иваночка, очень важно
сэкономить, если есть такая возможность. И я, например, тоже за такую позицию. И я думаю, что если бы мы в сковородке обжаривали, то меньше просто бы масла пошло. Ну, конечно, это масло ты не выкинешь. Можно и картошечку обжарить. Я мясо не люблю, а вот если с мясом что-то там обжарить, мясо вытащить потом, да? Да ну вкусно. Эх, Иваночка, не очень это полезно, я тебе скажу. Ну, не очень полезно, а когда нечего кушать, и ты Вот. понимаешь, что если ты его выльешь, а завтра тебе не с чего его взять. К сожалению, и такие ситуации в жизни иногда конечно. происходят. Так. Мы взяли рафинированное подсолнечное масло. Здесь, наверное, литр. Гулять так гулять. Да, гулять так гулять. Кстати, и масло тогда вызвало у тебя волнение какое-то, когда ты готовила на мастер-шефе котлеты по-киевски. Лучше и спрашивайте. Думаю, ну, наверное, ж надо так, чтобы больше котлет кинуть туда. Я ж наливаю масло, и мимо нервничаю, у меня ж, как всегда, руки дрожат. И тут как вспыхнет оно, и сама Ой. чуть там не сгорела. Я ж вылила по одной бутылке масла в кастрюле. 2 кастрюли по бутылке масла. Мне показалось мало. Я доливаю туда еще понемножку масла. Масло вытекает, я беру кастрюлю, вытаскиваю, у меня вспыхнуло. Боже! Если бы немножечко ближе кастрюля была, мне все там загорелось бы в этой кастрюле. Все закончилось благополучно. Да, всё Кстати, нормально. надо аккуратно с маслом. Ты знаешь какой-нибудь секрет, чтобы не брызгало? Лучше, чтобы сковородка, кастрюля была сухая полностью. Желательно, чтобы что ты готовишь, промокнуть сух. салфетку, чтобы оно сухое было. Потому что сбрызги от воды, не от самого масла. Сейчас мы берем масло. Оно у нас уже застыло. Оно должно быть твердым по-настоящему, да? Попробуйте, каким оно должно быть. Вообще в морозилку надо. Но оно у нас застыло конечно, хорошо. да. Мы ложим, ой, господи, хоть бы получилось, кусочек сливочного масла. Переживает все равно. Не, ну конечно. Сейчас Эктор вдруг на меня посмотрит. Скажет: Конечно, «Эх, смотрит. Иванна!» У Эктора «Все будут добры» любимая программа. Правда, Эктор? Смотрите, мы подворачиваем. Немножко края заворачиваем, чтобы наше масло осталось там, правильно? Ну, мы как будто голубец крутим, правильно? Ну да, наподобие, да. Слушай, ну у меня, по-моему, получилась какая-то фигня. Да нормально. Чё, Ну, думаешь? фигня, конечно. Главное, чтобы вкусно было. Масло Но не вытечет. толстоватая. Может быть, обрезать вот лишнее? Да, я наверное, обрезаю обрежу. лишнее. Ты обрезаешь? И О, уголки вот тут может, заламываю. Ну, дома я бы не обрезала, конечно. Важно, чтобы не было дырочек. Масло у нас. что-то я видно. начинаю волноваться. Да, Ага. представьте их, да? А Дается там? 2 часа, Ну. и ты его такой весь. И тебе ж не одну котлетку, а сколько Да. котлет. Так, мы сейчас макаем, давайте с вами в муку. А масло-то у нас уже готово или это не Да, обязательно? оно уже... Нет, здрасте, конечно, оно же должно не напитать масло. Вот. А как ты определила, что уже достаточная температура? Оно как будто кипит, такое начинает завируха, знаете. Мгм. Видите? Вот такое должно быть. Так, Дальше. яйцо. Учусь. И вы, пожалуйста, смотрите и учитесь. Я уже ходила в несколько ресторанов, только Эктор умеет котлету. Ну, Да нечестно. ты Ну, что? я сколько пробовала, мне не понравилось. То есть даже у профессиональных поваров не всегда получается готовить котлеты по-киевски. Там вот эти котлеточки такие. Котлета должна же быть как котлета, не котлеточка. Вкусную котлету по-киевски, которую я пробовала в ресторане, я и не смогла доесть. Опять яйцо. Еще раз. Да. Двойная панировка. Только не в муку, бо я тогда в муку, в яйцо. Теперь в яйцо и опять сухари. Мука нам Я не муку надо. даже убираю. У нас еще такая проблема была. У нас такие пузырики были. Мы сейчас мало делаем котлеток. Да, конечно. А когда много, надо просеивать муку. Потому что тогда получится Точно, некрасивое. точно. Из-за того, что там И капельки уголки, какие-то. обязательно уголочки. Нигде ничего дырочек. У меня все дырявые почти котлеты были. О, как волнительно. Но зато я Эктору расскажу, как мы с тобой тут котлеты по-киевски Да? готовили. Мы да? ему привет передавайте. Обязательно. Да, у нас масло нагрелось, можно котлетки ложить. Аккуратно только, я лучше, наверное, с шумовочкой. Ты говорила, мы их в духовку потом отправим? Да, мы Может, сейчас- разогреть? Да, давайте мы включим сразу, чтобы как будет, как на мастер-шефе. Сколько градусов? 200. 200 градусов духовка. Раскаленное растительное масло в кастрюльке или в сковородке. 2 котлеты по-киевски, и мы пошли. Ой, слава богу. Иваночка, и Так, мою. давайте, ложите. Вообще должно оно как бы кипеть, но я сделаю немножечко тише. Доходит она в духовке. То есть у нас теперь Минут должна 5. получиться золотая кофта. Минут Как 5. у нас быстро все происходит. Да, у нас уже почти готово. Можно Может, доставать. уменьшить огонь? Да, я меньше сделала. Теперь мы достаем. Ой, Жарили какие у всё. нас румяные получились. Слушай, пока все идет по плану, Да, у нас масло на месте. Так, и сейчас мы ставим в духовку, чтобы оно дошло. мы готовим сегодня котлеты по-киевски. 2 румяные котлетки готовы отправиться в духовку, разогретую до 200 градусов, чтобы пробыть там минут 10. Да, минут 10. Поехали. Так. Оп.
Иван, ну у нас так быстро все произошло. Ты уверена, что они прожарились там внутри? На 100% уверена. Что будет происходить в духовке? Для чего они там находятся 10 минут? Они доготовятся. Там внутри сыровато. Масло у нас было мороженое, а там оно сейчас растечется по филешке. Ну, сочное будет. Да и не просто масло, а масло с зеленью. Скажи, пожалуйста, вот сейчас там в духовке может произойти какая-то неприятность? Вот вытечь в этот момент масло может? Если мы неправильно его сформировали, в панировку отдали, то может все быть. Угу. И у меня есть прекрасная идея выпить кофе. Давай? Ну, давайте, да. Я приготовлю. Мне просто очень приятно, что у меня есть такая подружка, как ты. Угощайся, пожалуйста. Спасибо. Все начинается с Нескафе. Кстати, вот котлеты по-киевски, по-моему, котлета всегда такая большая получается. Ее можно съесть и наесться. А с чем вообще их принято подавать? Какой гарнир используют? Вообще с картошечкой. Картошка фри, картофель по-селянски. Мне больше нравится. Я, наверное, ее так не доем. Я не доедала никогда. Для приготовления котлет по-киевски нам понадобится куриное филе, сливочное масло, зелень, панировочные сухари, яйцо, мука, соль, перец и подсолнечное масло для фритюра. Сливочное масло разрезать на небольшие брусочки, смешать с нарезанной зеленью, слепить колбаску, обернуть пищевой пленкой и заморозить. Куриное филе раскрыть как книжку, затем аккуратно отбить через пищевую пленку, посолить и поперчить по вкусу. Положить замороженные колбаски из масла посредине отбитых кусочков, закрыть филе и завернуть края, как у голубца. Обвалять котлеты в муке, обмакнуть в яйцо и обвалять в панировочных сухарях. Затем вторая панировка. Еще раз обвалять в яйце и панировочных сухарях. Каждую котлету обжарить в хорошо разогретом растительном масле до образования золотистой корочки. Затем запечь в духовке при температуре 200 градусов на протяжении 10 минут. Буквально минуточка остается до того момента, как мы уже достанем котлеты по-киевски. А гарнир? Да, у нас будет картофель по-селянски. Несу тарелки. Давай я тебе помогу. Давай. Где-то еще тут у меня есть листья Листья салата. салата, да. Думаешь, Сейчас пригодятся? Я думаю, что да. Сейчас мы сделаем так красивенько. Так, нам нужно картошечки немножечко, да? Угу. Вот сюда. У нас котлетка будет лежать. У нас даже не просто котлетка, у нас котлетище. Хорошая, увесистая, поджаристая котлета по-киевски. А что, я люблю поджарено-зажарено. Я тоже. Такой Достаем. волнительный момент. Настало время достать котлеты по-киевски из духовки. Они там пробыли 10 минут под температуре 200 градусов. И вот он сигнал, который означает «все готово». Так. Достаем. Ой-ой-ой. Немножко скворчат. Да, немножечко так. Ну, у нас они красивые получились, да? Котлетки у нас получились хорошие, румяные, поджаристые. Ой, та самая золотистая корочка, за которую я так люблю котлеты по-киевски. Но вы можете сами регулировать, насколько они будут поджаристыми у вас. Полюбуемся и будем пробовать. У меня такое впечатление, Иваночка, что ты и сейчас еще переживаешь, получилось или нет. Да, я хочу проверить, наконец-то, сырое оно или нет. Ну, во-первых, есть очень хорошая пословица. Горячее сырым не бывает. Да. Это мы сразу договорились. Во-вторых, то, о чем ты говорила, когда наши котлетки запекались в духовке, когда они обжаривались, сливочное масло из них не вытекло. Не А вытекло. это уже хорошо. Ура! Получилось! У меня получилась котлета по-киевски. Да, ого, разрезали сейчас. Я Смотри. попробую. Ого, да, есть. Такая, как надо, Иваночка. Да, такая, как надо, но Эктор бы не заценил. Он бы сказал, сильно зажарено. Смотрите, у нас все есть. И зелень, и масло. Все окей. Эти котлеты не похожи на дикообразов, как те, которые не удались. Ты знаешь, что я тебе просто низкий поклон и спасибо лично от себя, потому что теперь я не буду бояться готовить такое сложное, но прекрасное блюдо, как котлеты по-киевски. Филе нежнейшее. Зелень дает тот неповторимый аромат, которого бы не было, если бы мы не обернули брусочек масла в зелень, как ты да. нам показала. Вкусно, ароматно. Я думаю, что Эктор может тобой гордиться. А мы тебя любим и говорим спасибо, правда? Спасибо и вам за внимание. Иваночка, кстати, дальше будет то, что интересно нам с тобой.